Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Дилан сообщает, что Берон от волнения открыл глаза. Господин Кудрет в радости обнимает Джихана, а затем Дилана. Госпожа Азади молится, чтобы поблагодарить Бога. Тогда Вач уходит от барана и говорит: слава Богу, он пережил тяжелый процесс, но все еще находится под действием лекарства. Госпожа Сабиха отправляет Хавина и говорит Гану Кудрету: госпожа Сабиха послала вас, я приму вас как можно лучше. Госпожа Азади благодарит ее и отвечает, что барану сейчас лучше, и мы не останемся здесь надолго. Мельтем звонит своей подруге и сообщает ей, что план не сработал. Цеврей очень злится, но все в доме с ней согласны. Когда Джеврей говорит, что посадит Гэжу Мельтем в тюрьму, госпожа Ханифе и господин Сейд говорят, что это было бы слишком много, и заставляют Джевдит сесть, чтобы успокоиться. Пока Дилан бормочет о том, что если бы с тобой что-то случилось, Берон приходит в себя, а Дилан шокирован и спрашивает: «Ты меня слышишь?» Баран приходит в сознание и хочет встать, но Дилан ему не позволяет. Тогда Берон ничего не помнит о случившемся. Дилан говорит: «Успокойся, я тебе все расскажу». Пока семья барана ждала в зале ожидания, господин Хасан ел еду со стола с грязным горлом. Затем госпожа Сабиха заходит и спрашивает, как они. Пока они разговаривали с Геном Кудретом, когда господин Хасан вмешался в середину разговора, господин Кудрет впился взглядом. В своей комнате Сабиха говорит, что баран получает силы от любви и что она будет ждать, пока он выздоровеет. Когда Хевин говорит, что скоро приедет полиция на допрос, госпожа Сабиха говорит, что я пойду с ней. Когда Хевин спрашивает, что если Дилан сделает какую-нибудь ерунду и заговорит о тебе, госпожа Сабиха отвечает, что вам нужно оказаться в самом центре войны, чтобы победить. Пока Дилан просит разрешения починить подушку барана, она вспоминает молитвы Дилана, когда в барана застрелили. Господин Кудрет приходит к барану и говорит, что вы очень напуганы, и кто пробрался в наш дом и причинил вам вред. Берон отвечает: через 2 дня мне станет лучше, не волнуйтесь, мы узнаем, кто и по какой причине это сделал, чего они хотели. Госпожа Сабиха и полицейские приходят в комнату и говорят, что у них есть вопросы по поводу инцидента. Полиция спрашивает барана, что произошло в день происшествия. Когда баран отвечает, что ничего не помнит, полицейские смотрят Сабихе в глаза и спрашивают Дилана: «Ты моя жена или ты что-нибудь знаешь?» Дилан говорит, что ничего не видел. Он хватает Сабиху за руку, когда она выходит из комнаты вслед за полицией, и говорит: «Я призову тебя к ответственности за то, что ты сделал». Дуль рассказывает Дилану о том, как поживает Бран, и получает хорошие новости. Тем временем там появляется Ферат, и Гуль говорит, что, к счастью, некоторые люди отдают любви должное. Берон реагирует на Дилана и не хочет есть принесенный им суп. Когда баран хочет встать, он повышает голос и говорит: «Нет, ты не можешь», и баран останавливается, но его рана кровоточит. Затем он говорит Дилану, что здесь никого нет, хватит действовать. Дилан не отвечает на это и меняет тему, говоря, что твою рану нужно перевязать. Баран вспоминает, что когда его застрелили, он сказал барану: «Ты не оставишь меня, ты не можешь меня оставить». Берон засыпает, Дилан сидит рядом с ним и гладит его по голове. Затем он садится в сторону и засыпает, продолжая наблюдать за бараном. Берон встает и ему нужно идти, Дилан берет его за руку, и они вместе ходят по комнате. Дилан злится на Берона, потому что доктор сказал ему остаться еще на 1 ночь, и почему ты торопишься? Берон ругает меня, говоря, что я хочу пойти домой и отдохнуть, перестань говорить так, как будто ты заботишься обо мне. Когда он собирается выйти из комнаты, приходит Сабиха с Хевином и предлагает прислать к дому медсестру. Но Берон отклоняет предложение, говоря, что интереса моей жены достаточно. Джеврей отсутствует с Ягмуром, а госпожа Мельтем тайно следит за ними.
Тем временем подруга Мельтем Эсра звонит и предупреждает ее, чтобы она не совершала ошибку, но Мельтем говорит, что она никуда не пойдет, не забрав с собой дочь. Госпожа Сабиха преследует другой план в отношении Карабеев. И для этого они нанимают человека, который угрожает ему и говорит, что это он причинил вред барану. Когда Дилан хочет дать барану лекарство, баран очень злится и говорит ему прекратить играть в игры. Несмотря на то, что Дилан говорит: «Я не играю в игры, думайте об этом как о выплате своего долга, вы тоже смотрели на меня», Бэрон снова отвергает Дилана. Дилан очень расстроен реакцией барана и выходит из комнаты. Господин Кудрет получил известие о том, что мужчина найден, и Джихан услышал, как он разговаривал по телефону, и они вместе вышли из дома, сказав, что он тоже придет. Дилан рассказывает барану о прекрасных цветах, которые он получил, но баран игнорирует Дилана и хочет выйти из комнаты. Он не позволяет этого, говоря: «Ни в коем случае, тебе нельзя путешествовать, тебе нужно отдохнуть. Если вам скучно, почитайте книгу. Женщина дает вам книгу». Бэрон выбрасывает книгу и бросает ее на кровать. Однако, не обращая никакого внимания, Дилан придвигает кресло поближе к барану и начинает сидеть и читать книгу. Пока человек, которого устроила Сабиха, Тургут Кудрет, идет туда, где находятся господа, он звонит своей жене и предупреждает ее, чтобы она забрала детей и исчезла. Господин Кудрет и Джихан выходят из машины и блокируют Тургута, а Джихан бьет его и теряет сознание. Дирья приходит к госпоже Азаде и пытается получить информацию о Бране. Когда Дирья спрашивает, какую комнату в особняке вы считаете подходящей, госпожа Азаде отвечает: «Это твоя комната, девочка, оставайся там». Дирье не нравится эта идея, и она говорит, что комната маленькая. Госпожа Азаде завершает тему, говоря, что она очень большая, и это хорошо. Тем временем приходит Ферат и узнает о случившемся от Дирья. Ферата эти события не особо волнуют, но Дирья очень злится. Сейчас Джеври и Джевдит пытаются завершить последние процедуры по усыновлению Ягмура. Господин Кудрет, Керем и Джихан запирают Тургута на месте, и Джихан его сильно избивает. Бэрану становится скучно, и Дилан предлагает ему посмотреть фильм, на что Бэрон отвечает, что не хочет. Когда Дилан возвращается с компьютером и говорит, что давайте начнем веселый фильм, Бэрон отвечает: «Я же говорил тебе, что он этого не захочет». Дилан все еще включает фильм, и они украдкой смотрят друг на друга. Несмотря на то, что Бэрон не хочет это смотреть, через некоторое время он увлекается. Когда Ферат звонит Гулю, он приходит и пытается выяснить, в чем проблема, думая, что все в порядке. Ферат расстроен и хочет поговорить, но когда Гуль говорит, что ты выбрал власть и деньги, а не любовь, Ферат уходит, говоря, что выбирает не только я, но и все остальные. Бэрон не хочет противостоять Дилану, и когда он закрывает экран компьютера и Дилан говорит: «Я думал, тебе это понравится», Бэрон говорит: «Я говорил тебе, что он этого не захочет». Затем Дилан протягивает барану обложку, которая является семейной реликвией его матери, и говорит: «Ты просила это у меня, возьми это». Бэрон вспоминает, что сказал Дилан в больнице, и сразу же спрашивает: «Я слышал, что ты сказал в больнице, это все правда?» Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.